Всем привет! Значит, мы начинаем наш большой гайд по поводу наших автомобилей. Но у вас это на маркетплейсе, чтобы не было много лишних вопросов по поводу как, что, куда, зачем добавлять, так как довольно-таки серьезно сложная система у нас. И мы решили записать полноценный туториал для людей, которые будут покупать и использовать в дальнейшем наш ассет, возможно, для создания своей игры, возможно, для чего-то еще. Но не буду много говорить. Перейдем сразу к делу. Значит, у вас будет source пакет, то есть в нем будет находиться все FBX файлы. Значит, там будет находиться и бампера, и спойлера, ну, весь тюнинг ассет, который входит в один автомобиль. Поясню для чего. Для того, чтобы человек мог понять, как добавлять свой собственный автомобиль, как с этим вообще работать. Ну и, собственно, все. Начинаем. Значит, здесь будет у вас два автомобиля, как трисовый, так и квадро. Сетка, кому как удобно. Мне удобно работать с трисовой моделью, потому что для как раз непосредственно разбивания морфов дэмэджа автомобиля мне удобно работать с трисом. Скрываем, значит, мы квадросетку. Непосредственно расскажу про сам скелет, то есть скроем это тоже. Значит, вы можете наблюдать, какой у нас есть скелет, все его кости. Сейчас я вам покажу примерно, что он из себя представляет. На самом деле все очень просто. Здесь очень много костей для того, чтобы вы могли полноценно добавлять все, что вы хотите. Например, есть кости для спидометра в интерьерах, да, то есть также, ну, по названиям все понятно. Также есть кости для педалей, то есть дополнительные какие-то кости определенные, которые, возможно, нужны будут вам в дальнейшем, чтобы вы могли реализовать что-то более серьезнее, чем мы сами это сделали. Как-то вот так. По поводу рига сразу скажу, что делается скиннинг очень просто. Не надо тут настраивать кучу всяких там колес, что-то там, блин, полностью все скинить, перескинивать, соединять, группировать. Делается элементарно просто. То есть вы нажимаете на модель, да, то есть выбираете модификатор скин. То есть и, грубо говоря, ну, желательно, конечно, весь тюнинг скрыть. Кстати, да, непосредственно про тюнинг вы можете видеть, что у каждой части находится отдельно. То есть вы это все скрываете, оставляете чисто одну модель. Непосредственно просто добавляете, ну, неважно в какой программе, я делаю это в 3D Max. То есть вы добавляете сюда весь скин. Что важно? Важно, единственное, в нашем ассете это одна кость. Называется она Vehicle Base. То есть она отвечает за опору, вообще отвечает за то, что автомобиль будет ездить. Все остальное вообще, в принципе, вам ну, не надо ничего настраивать будет, кроме этой кости. Далее, то есть я уже повторял, что есть кости, которые можно будет непосредственно настроить, как вы уже сами хотите. То есть уже отдельно скинуть там стрелки, еще что-либо. Но это уже отдельная тема, и уже кому как угодно будет, так и будет делать. Переходим, значит, в Edit Envelopes, включаем вертексы, блокфейсы. То есть и переходим в самый низ. То есть, чтобы, ну, конечно же, выделяем Ctrl-A, нажимаем, выделяем полностью все вертексы. Тут можно поставить обязательно, нужно поставить обязательно Normalize и выделить цвет без эффект единицы. Ну, чтобы полностью у нас был зарегенный автомобиль. Все. На этом, как бы, ваш скиннинг заканчивается. Опять же скажу самое важное, вот в нашем ассете, вот он непосредственно здесь уже есть, в Unreal, как вы видите, по поводу автомобилей. Самое-самое такое основное важное, что нужно знать, когда вы будете делать автомобиль. Первое. В нулевом лоде, вообще неважно в каком лоде, элемент покраски самого автомобиля, вот он, как вы видите, да, он должен находиться... сейчас, секундочку. Так, он должен находиться непосредственно в нулевом элементе. То есть в 3D Max это получается, если взять мешку, то есть вообще это элемент 1. То есть, ну, так как здесь начинается с нуля, всем все понятно, что это 0. Это обязательно, то есть иначе машина у вас краситься не будет. То есть то же самое по поводу фар. Самое-самое вообще одно из самых важных, чтобы фары у вас работали по текстурам, потому что у нас сделано непосредственно за счет текстуры, вот, сами фары, да. Элемент 3, значит, в 3D Max этот элемент должен быть назначен
цифрой 4. То есть вот видно, что это фара, которые непосредственно будут включаться, выключаться самому автомобилю. Также хотел бы сразу сказать по поводу настройки тюнинга. Объясняю, то есть автомобиль находится у вас, ну, в нулевых координатах, чуть-чуть его, обязательно его нужно поднять на хотя бы 11 градусов, иначе машина ездить просто не будет. То есть есть такая особенность. Значит, сам тюнинг, вот обвес, вы видите, да, то есть он стоит в координатах именно тоже нулевых, то есть пивот. Но теоретически вообще вот именно молдинги, бампера, передний, задний, они должны находиться именно где находится ваш автомобиль. То есть именно вот, неважно, пивот можно вообще поставить куда-нибудь там в центр, я не знаю, ну то есть можно поставить его вот так, как вам удобно. То есть на саму модель. Это на самом деле не столь важно. Главное, чтобы оно уже было и в 3D-программе именно прикреплено здесь. Все. Вот. Ну, желательно, конечно, чтобы это были нулевые координаты. Иначе у вас могут возникнуть проблемы, при том, когда вы будете оттачить бампер, он у вас будет находиться в каком-то другом месте. То есть сокетов на это нет. Далее с капотами, со спойлерами, точнее с капотом, с багажником чуть-чуть немножко стоит дело по-другому. Изначально вам нужно выставить пивот так, чтобы капот можно было открывать в самой 3D-программе правильно, как вас устраивает. Ну и грамотно вообще, как открывается он в реальной жизни. То есть непосредственно здесь можно сделать лучше, но так как это урок, я вам покажу это быстро. То есть выставлен у меня, значит, здесь уже пивот. То есть вот можно выставить на центр, но так как у меня уже выставлен здесь, я уже игрался долго с ним, и у меня нормально открывается капот, вот вы видите, то все в принципе хорошо. Далее обязательно, после того как вы выставили пивот капота переднего, ну непосредственно в самой 3D-программе, вам нужно его перенести именно в нулевые координаты. Так, секундочку. Переносите капот, значит, в нулевые координаты. Все. То есть он уже готов к экспортированию самой модели. То же самое, вот сейчас я вам наглядно покажу по поводу багажника. Видите, да, как багажник открывается неправильно. Соответственно, вам нужно просто поменять пивот. То есть здесь он опять же будет открываться неправильно, вот он открывается как. То есть вам нужно его подогнать. На самом деле, то есть таким способом, чтобы он открывался правильно на самой модели. То есть почему я делаю так, вы можете сказать, так это же можно кость создать, еще что-то. Объясняю, что не нужно создавать 22 кости. Вот, все, видите, он открывается нормально. Для того, чтобы понять, грубо говоря, как правильно экспортировать. Можно экспортировать статику, которую я сейчас вам покажу, но она будет skeletal. Довольно-таки все просто, Unreal это позволяет. И просто проблема будет в том, что у вас будет дополнительно костей больше, чем в самой модели. Ну, отдельных костей. Соответственно, название кости уже будет приравниваться к названию самой мыши в самой 3D-программе. Я надеюсь, это понятно. Также, вот, например, я хочу создать кость. Не кость, а точнее пивот, ну, потому что пивот спойлера должен соответствовать пивоту самого багажника, иначе при открытии багажника сам спойлер будет открываться, ну, вы поняли, да, то есть если вот так как-то неправильно. Соответственно, как мы поступим здесь? То есть я создам обычный бокс, он будет у меня служить пивотом, то есть я сразу его сделаю editable поле, да, и заберу координаты уже готового пивота непосредственно вот здесь. То есть, чтобы мне уже не создавать. Вот, вы видите. Так, сейчас, секундочку. Ага, тут у меня 0, не 0 стоит. Вот, вы видите, что пивот совершенно у кубика и самого багажника один. То есть, элементарно просто оттачите этот кубик к нашему спойлеру. Все. И вы видите, что вуаля, все у нас одинаково. Дальше вы просто можете удалить этот кубик, и у вас, пожалуйста, соответственно, ну, это я приоттачу сейчас, чтобы просто показать, соответственно, у вас вот уже, как это будет работать в Unreal. Непосредственно. Все, это все у нас уже готово к
экспорту в Unreal. То есть непосредственно сейчас я покажу систему экспорта модели, то есть создание нового скелета. Перед этим мы перейдем в сам Unreal. То есть я вам покажу. Вот есть здесь, вы видите, 4 автомобиля. Раз, два, три, 4. У каждого свой скелет, у каждого свой физический ассет. Расскажу чуть подробнее по поводу физического ассета. Да, он практически везде одинаковый. То есть мы создавали здесь более-менее такую систему. Можно создать, конечно, было по меше, но мы не стали там сильно заморачиваться. То есть это уже ребята, которые будут непосредственно что-либо там создавать, они смогут создать свой физический ассет, также свой физический материал. А у нас он везде один. Мы просто его копируем, делаем дубликат. То есть как у нас называется по гайду автомобиль. То есть вот мы называли его NS350. Значит, здесь я просто переименовываю. Вот тут COPL-LX написано, да, переименовываю на NS350. Ну, тут двойку тоже уберем, чтобы было понятнее. То же самое сделаем мы со скелетом. Так как скелет у нас один на все автомобили, мы создаем дубликат любого скелета, неважно какого. То есть и просто-напросто уже пишем NS, там, грубо говоря, 350 и скелет. Название самого скелета. Ну и, конечно же, уже начнем, приступим, точнее, к экспорту непосредственно самого автомобиля. А по поводу экспорта самого автомобиля расскажу подробнее. То есть как обстоят дела именно с экспортом, так как это довольно-таки интересная тема, и не все могут понимать, как правильно, что правильно, зачем именно так. Значит, здесь вот у меня уже, в принципе, готовая вот NS350 рисовая, я ее просто перезаменю. И, соответственно, смотрим, да, обязательно Triangulate. Вот вы видите, здесь можно конверт поставить. Даже не можно, а нужно поставить. И вот есть такой момент, но этот момент я объясню чуть-чуть позже, по поводу Animation. Это именно касается статики, но это мы позже обсудим. Значит, и юниты. Обязательно сантиметра и обязательно по Z. В Максе это именно Z-axis. Ну, binary там выбирайте, какой вам удобнее. То есть 14, 12, там, это в принципе не столь важно. Так, значит, мы берем нашу модель, переносим ее в Unreal. Смотрите, здесь, значит, уже выбираем тот скелет, который мы создали. Обязательно ставим галочку Update Skeleton. Также может галочки, если ставить Stref Pose, тоже обязательно ставим. Выбираем именно Import Normal и именно метод вот такой. Bulletin. Значит, физический ассет также непосредственно убираем. У вас будет стоять, скорее всего, Create Physical Asset галочка. Галочку убираем. Непосредственно ставим наш ассет, который мы уже сделали, скопировали. Ну и, конечно же, убираем галочки материала и текстуры, которые нам вообще, в принципе, не нужны. Делаем импорт. Все, наш автомобиль здесь готов. То есть его экспортнули, посмотрели. Что дальше? То есть вот мы проверяем, да, сразу проверяем элемент 0. Да, все, это у нас. Мы можем сразу взять автомобиль, взять этот элемент, применить уже сюда. Также взять, ну, так как его нет, этого материала, то есть я уже применю непосредственно уже вот к фарам, вот вы видите, да, то есть вот фары, непосредственно я уже применю к этим фарам тот материал, который он уже есть. Ну и также уже применился материал прозрачности на фары, вот он уже стоит. Ну и непосредственно давайте сразу найдем стекло и, по-моему, это последний элемент, да. То есть мы возьмем непосредственно глаз материал и применим его, чтобы было видно. Все. Больше нас ничего, в принципе, не интересует. Для гайда этого достаточно. Идем модель. Можно ее просто, ну, сохранить обязательно скелет, конечно. Ctrl-S. Можно посмотреть. Вот, все. Модель готова. Все нормально. Далее объясню по поводу тюнинга. В самом ассете, когда вы его приобретете, у вас будет папки
Значит, вот папка будет с тюнингом. Это находится она в самом Advanced Tuning Car. Переходим в Mesh. И, конечно, переходим в папку Tuning. Непосредственно. И значит, здесь у вас будет то, что вот видите в рули колеса. Это то, что фактически идет на все автомобили непосредственно одинаково. То есть все эти колеса, все эти рули, они одинаковые для всех автомобилей. Все остальное разбито по папкам. И, конечно же, имеет кучу своих скелетов. И также имеет кучу своих мешей, которые непосредственно применяются только к этому автомобилю. Отдельно, так скажем. Мы создаем сразу непосредственно папку NS350. Это будет понятно, что это будет папка для тюнинга. И уже сюда переносим то, что мы сейчас экспортнем. Как раз я это вам сейчас покажу. Вот мы перенесли уже капот в нулевые координаты. Это обязательно, чтобы он правильно работал. И также просто берем, вот он, HUD 1, название, также перезаменю его. И вот здесь уже обязательно поставьте галочку Animation. Просто здесь можете вообще ничего не ставить, то есть у меня уже все выставлено, так непосредственно я другое экспортирую. То же самое сантиметров, Z, FBX. Все, мы его экспортнули. Делаем абсолютно все то же самое мы делаем для другого вида тюнинга, молдинги на данный момент, бампера. То есть вот бампер передний перезаменяем. Значит, непосредственно заменяем задний бампер. Проверяем, чтобы Animation галочка стояла, все остальное было идентично. И то же самое мы делаем сейчас с вами для багажника, но перед этим, как я уже говорил, скроем сейчас пока капот, скроем этот тюнинг. Перед этим, как я уже говорил, нужно сам багажник перенести в нулевые координаты. Это обязательное условие. То есть то же самое нужно сделать со спойлером. То есть вы переносите это все назад, опять экспортируете. То есть, так и назовем. Вот он, у меня есть название, да, NS-Trunk. Экспортируем, называем его. То же самое сделаем мы со спойлером. Так, сейчас, секунду. У нас там называется он... Сейчас, вот, да, если вы хотите правильное название, то есть, чтобы у вас все правильно называлось, не теряться потом в куче мешей, то называть надо, конечно, все своими именами. То есть, как называется автомобиль, так и называете потом уже с дефисом непосредственно. Все, экспортируем его. Так, секундочку. Тут поставим 1. Все у нас готово. Теперь мы готовы это также перенести непосредственно в сам Unreal. Можно это все просто выделить. На самом деле. Вот. Чтобы не было там постоянно это переносить. Так, ага. Переходите в папку, конечно же, которую я забыл перейти. И вот здесь ставите галочку просто Import Skeletal. Здесь вставляете None. Здесь абсолютно то же самое. То есть Import Normal. То же самое. Физический ассет вам не нужен. Все остальное оставляете без изменений. Нажимаете Import All. Все. Смотрите, у вас появился бампер, у вас появился молдинг. Абсолютно все. И, конечно же, у
Ну, нажимайте сохранить, чтобы потом, не дай бог, если у вас крэшнет, ничего не потерять. Также желательно создать отдельную папку под скелеты. И перенести эти скелеты уже непосредственно в папку скелетон. Соответственно, мы видим, да, у нас есть бампер. Еще вот такая особенность, которую я скажу позже. Тут на самом деле париться по поводу вот субмеша, именно вот какая субмеш будет отвечать за цвет. Можете вообще как бы забить на это, потому что ее можно назначать. Здесь уже можно самому переназначить какую угодно, что будет краситься, то есть именно по цвету вот самого автомобиля. То есть это элементарно просто, чего сложного в этом нет.